Сегодня мы с вами посетим один исследовательский институт и поговорим с сотрудниками. Они нам расскажут, чем занимаются, и, возможно, мы даже сможем поговорить с иностранцами, которые работают в этом научном институте. Меня зовут Чернок Анастасия, я заведующая лабораторией спидбризинга сельскохозяйственных растений Института сельскохозяйственной биотехнологии. Сейчас мы с вами находимся в здании, которое было построено для Российской академии наук. Сейчас в этом здании располагается наш Институт сельскохозяйственной биотехнологии. В этом институте находится более 25 лабораторий. Все мы занимаемся в основном растениями, но до 2000-х годов у нас еще занимались и сельскохозяйственными животными. До наших дней сохранились только научные исследования о растениях, о грибах, о бактериях, о вирусах и болезнях растений. Мы с вами тогда сейчас сможем сразу продвигаться в лабораторную часть нашего здания. Там у нас будут располагаться уже лаборатории. Каждая лаборатория будет посвящена своим научным направлениям: растения, вирусы, стрессоустойчивость. В этой части нашего института располагаются лабораторные помещения, как раз и геномный центр, про который мы вам будем сегодня более подробно рассказывать. И здесь у нас группа аэропонных технологий и выращивания растений под руководством Мартиросяна Юрия Цатуровича, также стрессоустойчивости лаборатория, лаборатория ДНК-маркеров и других исследований. Здесь у нас располагается кабинет нашего академика, научного руководителя Петра Харченко Николаевича. Здесь у нас лабораторный комплекс «Геномный центр» Курчатовский. И здесь холл, в котором мы проводим небольшие встречи для наших юных сотрудников, для школьников и для тех, кто желает познакомиться поближе с нашим институтом. Сейчас мы находимся на территории Курчатовского геномного центра. У нас отдел прикладных генетических технологий состоит из 4 лабораторий, геномного центра и группы биотехнологии. Как раз-таки я являюсь заведующей лабораторией спидбризинга сельскохозяйственных растений. У нас очень много молодых сотрудников. Вот здесь как раз-таки вы можете увидеть, большая часть представлена. Это все молодые, перспективные наши коллеги, которые выполняют научные исследования. Одним из направлений, которое занимается наша лаборатория, является цитогенетика. Цитогенетика нужна для того, чтобы изучать, например, хромосомы растений. Мы занимаемся такими сельскохозяйственными культурами, как злаки, это пшеница, тритикали, ячмень. Также мы изучаем дикорастущие родственники пшеницы, такие как эгелопстаус, дозипирум вилозум и другие. Это дикорастущие травы, которые могли принимать участие в эволюционном развитии хромосом пшеницы культурной путем внесения некоторых генов устойчивости в нашу культурную пшеницу. Наша лаборатория, наш отдел выполняют исследования, направленные на изучение устойчивости у растений. Это, например, устойчивости к болезням, которые которые могла получить пшеница путем как раз-таки внедрения в свою генетику генетического материала из дикорастущих трав, которые являются ее дальними родственниками, либо из других видов, которые можно передавать генетический материал путем скрещивания одного вида с другим. Это отдаленная гибридизация называется. Также цитогенетика нужна для изучения эволюционного формирования хромосом. Например, у нас есть однодомные и двудомные растения. Это те, у которых есть XX хромосома и XY хромосома. Например, растения, которые имеют пол мужской и женский. Это облепиха, например, конопля техническая, шифердия, клещевина и тополь. Все мы знаем, что тополь летом женские растения очень сильно пушат, и как раз-таки одним из направлений является выявление на ранних стадиях женских растений, которые могут как раз-таки сильно пушить, и пух будет везде летать и мешать жизни городского жителя. Также является одним из направлений, это как раз-таки у нас Разумова Ольга Владимировна. Это работы, связанные с эволюционным формированием женских хромосом у облепихи.
Следующим направлением, которым занимается наш отдел, является теоретическая прикладная генетика. В нашей лаборатории нашими сотрудниками мы проводим поиск и изучение новых генов у растений, которые отвечают за различные признаки, такие как масса тысячи зерен, число колосков в колосе. Эти признаки влияют на урожайность растения в целом. И человеку выгодно создавать новые сорта, которые будут иметь улучшенные такие признаки. Больше масса тысячи зерен, больше число колосков в колосе, что уже впоследствии приводит к увеличению урожайности таких культур. Еще одним направлением является получение более устойчивых растений. В нашей лаборатории изучается различный спектр устойчивости. Это и устойчивость к ржавчине, к мучнистой росе. В основном работы сосредоточены на пшенице, но большая часть работ сейчас переходит на новые культуры, такие как соя, подсолнечник, кукуруза, сахарная свекла и картофель. Потому что эти культуры становятся с каждым днем более актуальны, и к ним появляются новые требования, которые мы должны учитывать при разработке каких-то рекомендаций в создании новых сортов. В Институт биотехнологии я пришел уже очень давно, 8 лет назад. Пришел я сюда из Тимирязевской академии на практику, потом остался в магистратуру и сейчас учусь в аспирантуре и уже руковожу небольшой группой биотехнологов. Самая наша главная задача, чем мы занимаемся, это используем методы клеточной биотехнологии для создания исходного материала для селекции, то есть непосредственно методы биотехнологии внедряем в практику. Среди методов, которые мы используем, это получение удвоенных гаплоидов. Удвоенные гаплоиды – это, не знаю, по моему мнению, какой-то феномен в биологии, то есть метод направлен на то, что мы за невероятно короткое время получаем абсолютно чистые гомозиготные линии путем того, что культивируем пыльцу, завязи, то есть гаплоидные клетки растений, которые потом формируются в гаплоидные растеница, и которым мы удваиваем хромосомы колхицином или другими антиметотиками. Также мы работаем по трансформации и геномному редактированию, то есть изменяем различные гены у растений, создавая их новые аллельные варианты. К сожалению, сейчас это в производство не может пойти в связи с тем, что такие растения пока запрещены к возделыванию, но надеемся, что пока мы создаем такую вот большую базу, школу для дальнейшего этого использования в сельском хозяйстве в России. Новым направлением научного исследования является спидбридинг. Эта технология позволяет быстро выращивать растения сельскохозяйственные. Например, за 2 месяца мы можем получить целое поколение пшеницы от семени до семени. В таких камерах для спидбридинга мы создаем условия, которые позволяют быстро развиваться растению и сформировать качественный урожай. А здесь мы можем регулировать параметры освещения, параметры влажности воздуха, спектральный состав света, интенсивность света, газовый состав, если это требуется. В этой камере сейчас у нас находится соя. Мы исследуем различные генотипы, изучаем требовательность конкретного генотипа к параметрам условия спидбридинга этой технологии. Наша задача создать идеальный протокол, который будет подходить для большинства сортов сои, чтобы увеличить скорость развития этого растения для получения наиболее скорейшего урожая. У нас представлен небольшой таймлапс. Это фотографии, которые снимаются каждые 20 минут. А здесь по шкале мы можем наблюдать даты, когда у нас начинают формироваться бутоны, когда формируются бобы и когда мы уже получаем формирование качественного урожая. Сейчас у нас представлена соя. Такие таймлапсы мы получаем для каждой культуры, которую мы будем выращивать. На 24-е сутки уже отмечается формирование бобов. С помощью наших приложений, которые разрабатывают биоинформатики, мы как раз-таки можем автоматизированно получать даты
цветения, даты формирования бобов, даты колошения, если мы говорим о злаках. Если бы мы смотрели на это с другой стороны, то человек раньше приходил в поле с тетрадкой и с карандашом и каждые 2 дня записывал даты наступления фенологических фаз. А с помощью этой технологии и с помощью камер, которые делают фотографии, и с помощью специальных приложений, которые эти фотографии анализируют, мы можем получать уже готовые таблицы, в которых будет прописано, что в этой у нас части камеры растения начали цветение, начали фазу цветения, например, 21 числа, а здесь у нас растения начали фазу цветения 25 числа. Я представлюсь, меня зовут Кочешкова Алина, я заведующая лабораторией цифрового фенотипирования для селекции растений. У нас в лаборатории представлен прибор. Это система цифрового фенотипирования, оснащенная 2 сканерами, TradeFinder фирмы Finospex. Голландская фирма. У нас в лаборатории она оснащена автоматизированной системой. Прибор поставлен на рельсы для возможности автоматизации. То есть в течение фенотипирования, вот вы можете видеть, растут растения на станолах стационарно. И система может прямо ночью переехать прямо конкретно на какой-то баркод, и будет проведено сканирование. Ночью, в любое время дня и ночи мы можем так запрограммировать. Что нам позволяет данный прибор получать с растений? Это такие параметры, как высота растений, цифровая биомасса, площадь листьев и различные спектральные параметры, так как система это мультиспектрального сканирования. Мы можем считывать такие параметры, как NDVI, PSRI, то есть какие-то показатели, ассоциированные со здоровостью растений, либо, например, как PSRI, это, наоборот, старение листьев. То есть по спектром отражения от листа вот, определенных длин волн мы можем понимать, это, например, больше содержания хлорофилла в листьях, либо больше содержания каротиноидов. И так именно рассчитываются данные параметры. В чем еще плюс данной системы? Мы можем анализировать растения полностью в весь период вегетации, ну, в отличие от каких-то высоких, ну, например, кроме высоких каких-то растений, которые не помещаются. Ну, и все время вегетации мы можем анализировать растение, при этом создавая ему какие-то определенные условия. Засоление, засуху, и смотреть, как какое растение, как какой сорт реагирует на искусственную созданную засуху. А я хотела бы показать, как это вообще выглядит. В итоге мы получаем 3D такой двойник растения в виде облака точек. Я не знаю, будет ли видно. Мы видим растения со всех сторон. Нету какого-то перекрытия листьев за счет того, что сканеры плантай расположены под углом. Да, он едет. На видео видно, что это вот прям как радуга там создается. Такая. Потому что глазами этого не видно, но на видео мы прям видим эту радугу. Это как раз сканирование идет в RGB спектре. Это RGB красный red, green и blue. И еще плюс дальний красный спектр. Здесь у нас твердая пшеница, вегетирующая на разном спектральном составе света. Чисто белый, белый плюс дальний красный. И разное соотношение дальнего и красного к красному. Я приехала в Россию 6 лет назад. Я впервые учила на подготовительный факультет в Тимирязевской академии. Потом я изучала магистр в Скрябиной академии на направлении биологию. Но известно, что Скрябиная академия – это ветеринарная академия. Там было направление биологию. Как раз я окончила университет в Сирии. Я из Сирии как раз. Я окончила университет в Сирии на биологию. И я приехала сюда в целью учебы закончить кандидатский уровень. Закончила магистр там. Приехала обратно еще раз в Тимирязевскую академию на
аспирантуру. Мой руководитель работает и в Тимирязевской академии, и в институте здесь, поэтому я в институте тут работаю как для исследования своей в аспирантуре. У меня культура пшеница, мягкая пшеница, озимая. И я работаю на биотехнологические методы, селекционные, что связано с генетикой. У меня есть работа по созданию гаплоидов, у меня есть работа по молекулярным маркерам, такие темы. Это будет неожиданно у многих людей. Я люблю холод. Я знаю, что это неожиданно, но и учеба за границей была мне интересна, познакомиться с другими культурами, с другими языками. Я учила русский язык. Я знаю, что у меня много ошибок по-русски, но я стараюсь максимально говорить правильно. Мне было нужно немножко забыть английский, чтобы научить русский, особенно в форме письменной. Из-за того, что, например, буква «Д» пишется по-английскому руками, как буква «Г» по-английски. Буква «Р» по-русски, как «Б» по-английски. И окончание слов. Что было еще трудно. Например, слово «стол» по-русски – это «он». По-арабски – это «она». Дверь по-русски – это «она», по-арабски – это «он». Немножко трудно, но получается. Через 6 лет немножко могу собраться. Я ожидала все, когда я сюда приехала, потому что я знаю, я приехала в страну, где можно встречаться с разными культурами, с разными людьми. А я знаю на самом деле, что у каждого человека есть свои привычки, если так скажем. То даже люди разные в России. Как и у нас разные люди в Сирии, то еще есть разные люди в России. Я никогда не слышала, что можно подарить кофе. А в России оказалось, что это приятный подарок. Или чай. Я никогда в Сирии такого не подарила. Еще тут в России нельзя, например, дарить часы. Почему? Потом я слышала, что это скажут, мы не будем встречаться с этим человеком потом, или мы скажем ему, что вы опоздаете на время. А у нас любят подарить часы. Сильно любят даже. Сейчас каждый раз падает снег. Это меня радует. До сих пор, через 6 лет, меня радует постоянно, когда падает снег. Как будто что это первый раз вижу. Даже если я падаю на лед, все хорошо. Улыбайся просто и встану заново. Это наша коллекция цитрусовых. Здесь у нас около 25-27 разных видов. Это и апельсины, и мандарины, и непосредственно лимоны, и всякие гибриды вроде лаймкватов, кумкватов. Вот. Мы изучаем систематику растений цитрусовых, потому что сейчас нет единой. И есть 2, которые используются. Танаки и свингла, и тем не менее нет одной единой общепринятой. Они по разным признакам соотносят в разные группы, в разные виды растения, поэтому мы сейчас занимаемся ставим фиш-исследования, чтобы визуально получить карту хромосомную, чтобы посмотреть, какие гены есть общие у каких видов, и таким образом получить представление о том, кто от кого произошел, кто вот истинный цитрус, кто, можно сказать, гибрид. Вот, собственно, поле нашей работы. Мы тут собираем корни с растений, используем метод, получаем корешки с побегов, с веток растений. У нас вот появились новые приспособления. Раньше мы использовали пленочку, заматывали комочек земли. Вот, сейчас у нас есть прям пластмассовые шарики. Это сильно сокращает мне работу. Вот, получаем корни, делаем хромосомные препараты, потом сажаем метки ДНК и уже ставим фиш. Вот. А так я тут каждый день утром поливаю, ухаживаю за растениями, собираю листики. Они после зимы сейчас себя как-то еще вяленько чувствуют, но к лету разойдутся, дадут новые листики. У нас есть даже плоды свои. Это у нас кумкват. Есть лимоны.
Лимонов много. Лимон у нас юбилейный, Пинк Эврика, лимон Урман тоже у нас плодоносят, дают плоды. Мы угощаем. Они вкусные, всем очень нравятся. Вот, еще у нас есть, не из цитрусовых, у нас растет большая папайя, ее видно. И инжир у нас тоже с плодами. У нас недавно появились новички в нашей коллекции, приехали из Италии. Вот, тоже приживаются постепенно. Постепенно у нас тут растет наша цитрусовая семья. Детский садик цитрусовых. Маленькие растения, они там сначала стоят под более близкой, мощной и долгой досветкой, потом они переезжают вот сюда в основной зал. Вот, еще у нас есть шелковица. Ну, это уже так, перчики, это кто там из коллег даст. Если нам нравится, мы что-то тут тоже выращиваем свое. Как я к этому пришла? Вообще, я достаточно недавно закончила институт. Год назад был бакалавриат по направлению селекции биотехнология садовых растений. Вообще, когда-то в детстве я очень хотела быть врачом. У меня были домашние игрушки-звери, у меня на них были все карточки, вот это лечебное дело. В общем, я мечтала быть врачом. А потом что-то с возрастом, вроде как понимаешь, что врач это достаточно сложно, это нужно быть готовой к работе 25/8, и вообще это все нужно очень много стараться. Потом вот это все может не очень получиться с тем, что люди живые, вот как-то тяжело. И когда уже пришло время поступать, я начала искать какие-то смежные направления, вроде генетики, биотехнологий. Я еще особо не понимала, потому что так просто прикидывала. А в институт попала вообще случайно, на самом деле. Я подала документы в разные институты по направлению биотехнологий, особо даже не почитав, что это значит. Вот. И мне позвонили, сказали, если вы хотите поступать, там пишите заявление, чтобы мы вас приняли. Я поступила. И на самом деле я полюбила профессию, на которую поступила, на вот именно работу с растениями, на генетику, только на 4 курсе. На 3-м, на 4 курсе, когда началась работа с дипломом, когда мне, спасибо большое, завкафедры, который разрешил мне выбрать плодовые культуры, потому что все в основном работают с овощными, а это быстрее, удобнее в селекции, потому что плодовые там много лет очень занимает это все. А я захотела с плодовыми, вот душа лежала у меня к деревьям. И он мне разрешил, и все, я поняла, что хочу работать именно по направлению, а так думала магистратура, переучиваться, разные искала варианты, но понравилось. И вот потом, опять же, чисто случайно, не знаю, повезло, везет по жизни, искала работу после института, и вот я тут уже почти год работаю с лимонами. Даже не помню, когда я приехала. Я из Парагвая, я приехала учиться в Россию в 7 лет назад, наверное, уже, или будет 8 в этом году. Я лично занимаюсь цитогенетикой, там изучение структуры хромосом, там и все такое. И сейчас я исполнитель гранта, тоже участвую, я сейчас на магистратуре. И я пишу диплом по поводу взаимодействия геномов, как это сородичей пшеницы? Да, дикарей пшеницы. Просто если мы понимаем, например, как работает генетика, когда при скрещивании и все такое, если есть такая, как работает интрогрессию и какие-то трансλокации, если мы глубоко это понимаем, будет проще, например, использовать это дикарей для принесения каких-то ценных генов в пшеницу, как раз для селекции растений. Вообще-то были через знакомые, тут работала, тоже занималась цитогенетикой девушка из Эквадора. Ее мама русская, у нее еще гражданство, все понятно. И я просто написала, это было на 2 курсе бакалавриата, я хотела просто чем-то заниматься. Я такая написала, и можно к вам попасть, или есть возможность там делать практику и все такое. И она такая связала меня сейчас она научница моя, с научницей. И я просто сказала, что я хочу заниматься чем-то. Мне не важно чем, я просто чем-то хочу заниматься. И вот так. И
просто ходила, что-то научилась делать, всякие ПЦР или приготовление хромосомных препаратов и все такое. И потом я закончила, у меня тут была производная практика и все такое. Окончила университет и решила учиться здесь. Просто тут совместно, не знаю, как называется, учу МФТ и ФНСВ. И я поступила в МФТ и решила тут учиться. И устроили меня на работу, потому что я еще тут долго. Меня зовут Сергей Алексеевич Бурсаков. Я сотрудник института и здесь работаю уже 3 года. Последние 3 года. В институте проводится много интересных конференций на базе этого института. И это один из плакатов не нашей, чуть другой лаборатории. Но, тем не менее, он очень интересно представлен. Представляет, по крайней мере, эмблему УниИСБ нашего института и эмблему МФТИ, студенты которого здесь проходят обучение в магистратуре. У меня в прошлом году с сентября по декабрь тоже были лекции по биохимии для этих студентов. Мы постарались создать предметную библиотеку профильную для приходящих к нам биоинформатиков. Здесь литература, не устаревающая по ключевым языкам программирования, системам оптимизации хранилищем данных, плюс учебники, чтобы наверстать упущенное по физике, биологии и химии, общеобразовательным предметам, институтская программа. В общем, мы помогаем с подготовкой сдачи экзаменов, чтобы наши студенты всегда все сдавали на отлично. Также у нас здесь есть для гуманитарного образования полка религиозной и атеистической литературы, широко представлены все основные мировые религии, плюс классика Лео Токсиль. Периодически проводим сессии настольных ролевых игр, обширно, масштабно, вот D&D, потому что какие биоинформатики без настолок. Вот. И общегуманитарная литература там, литература на английском, немецком. Значит, у нас здесь лаборатория качественных оценок зерна. Значит, для того, чтобы определить белок и клейковину в зерне, есть прибор инфралюм. Достаточно где-то грамм 60-100 на веске, без размола зерна. Вставляется и определяется количество, как я уже сказал, содержание белка и клейковины. Потом можем посмотреть стекловидность зерна. Это есть прибор дефаноскоп. То же самое, это один из косвенных признаков определения качества зерна. Чем более стекловидное зерно, тем, больше в нем содержится белка и клейковины, и лучшее хлебопекарное качество. В Испании и в России. Я думаю, что и там объединяющим является энтузиазм людей, которые интересуются наукой, хотят заниматься, реально что-то сделать, привнести новое, открыть что-то новое. Должны работать, конечно, я так бы думал, что только энтузиасты. И для этого, невзирая на иногда отсутствие оборудования, невозможность его приобрести или невозможность сделать какие-то вещи, осуществить, что часто бывает в науке, потому что мысль развивается гораздо быстрее, чем возможности человеческие, даже лабораторные. Поэтому, но что касается для того, чтобы попасть в науку, нет, все возможности есть, наверное, и в Испании, и в России, они достаточно схожие. Единственным отличием является чисто, наверное, бюрократическая часть, когда попасть в штат университета, исследовательского института, Академии наук, в частности, российской, или Consejo Superior de Investigaciones Científicas, нужно выполнить определенные требования. А это именно пройти оппозицион в Испании. А здесь нужно просто расти и своим энтузиазмом, своими работами проходить различные уровни. Также достигая уровня доктора, который здесь сначала называется кандидат наук, а потом вторая ступенька, это больше похоже на французскую систему, проходит, человек становится доктором наук. То есть модель
бюрократическое немножко разное, но в принципе весь подход к науке, он близок. Если человек интересуется, хочет, то он всегда будет работать в науке, в интересном центре, с интересными задачами, целями. И самое главное, наверное, как об этом думал Пастер в свое время, наука не для науки, а наука для того, чтобы она нашла эти идеи, мысли и разработки, нашли воплощение в жизнь.